кусочки разваливается. Это закрутка и не крутится совсем, стоит ли об этом говорить. Никуда мы не идем. Сосать через 2А, а не Северная Каролина. Экипаж еще спит. И сейчас то самое утро, когда мы должны были отправляться в океан. Опять занимаюсь ремонтом. Я ищу закрутку, поеду к мастерам. Такой вот яхтинг. Мы завели динги опять, мне пришлось одеваться, опять искать обувь свою, носки. Я ничего этого не хочу делать, я хочу просто уйти в океан. Я просто хочу быть в океане, я хочу сейчас сейлить, вообще не хочу заморачиваться ничем, не хочу покидать лодку вообще. У меня на лодке всего вот столько. Но мы не можем идти, потому что мы потеряем мачту, если мы пойдем, потому что у нас вообще там неремонтируемая закрутка, я потом покажу. Мы с утра сегодня проконсультировались уже со всеми. Мастер дал понять, что эта закрутка, короче, она, это big trouble, если мы пойдем. И эту закрутку нужно переделывать, нужно здесь форштаг переделывать, все снимать. И поэтому мы сейчас вместо того, чтобы наслаждаться прекрасным жарким днем в океане, идем в какой-то ресторан с бутербродами опять по 16,99. Городок Форт Пирс. Все же путешествие какое-то. Все же сюда я на лодке доехал, а не на машине, да. На машине 40 минут, на лодке 6 часов. Ну тут я был уже 10 раз раньше. Вот такие штучки нам нужны для ремонта закрутки. Я смотрел меню. Этот ресторан дешевле, чем он выглядит. Проблема потихонечку решается. Сегодня мы весь день посвятили консультациям с мастерами. Вы, ребята, говорит, можете огромную проблему получить, если пойдете вот с этим вот барахлом куда-то в море, потому что вот здесь все разваливается, и под нагрузкой закрутка, то есть этот барабан может вылететь, и мы потеряем весь форштаг. У нас есть малый форштаг, вот этот вот трос, но он идет где-то к 2/3 по высоте мачты. Мачта, он говорит, сломается вон там. Короче, ничего приятного в этом нет. Мы, если поставим грот, mainsail, то он будет создавать такое давление, что это, скорее всего, все развалится. Была мысль о том, что, может быть, как-то вот здесь вот перехватить каким-то тросом и закрепить, вот так вот затянуть, чтобы ничего не разваливалось, но это не выглядит надежным решением для ветра, который в океане может дунуть так, и мы потеряем мачту, и, короче, это риск для жизни, ничего хорошего в этом нет, просто из-за какой-то сранной закрутки. Закрутку перестали выпускать 25 лет назад, за тем, что она неразборная, не подлежит ремонту, и она запрессована вместе с этим вот форштагом, все, короче, никак не разобрать ее. И у нас следующая опция. Мы дозвонились до нормальной мастерской. Здесь, в том городе, откуда мы только что ушли, так что придется возвращаться обратно. И во вторник в 10 утра придет мастер, который заменит весь форштаг, поставит вместо него обычный такелажный стальной трос. Вот такой вот парус. Соответственно, он сделает в передней шкатурине дырки, отверстия, люверсы с карабинами. В этом есть минус какой? Что мы не можем зарифить парус, то есть мы не можем уменьшить его площадь. То есть это или все, или ничего. Да, еще нельзя из кокпита, нужно подниматься, подходить к мачте и работать лебедкой, чтобы поднять этот парус. Но конструкция простая, и никакая закрутка уже сломаться нигде не может. Мы просто поднимаем парус, скидываем парус. Вот таким образом мы и поступим. Это через 4 дня. Так что у меня еще 4 дня в раю. Замечательный здесь закат. А дела прекрасные, все мне по плечу. И скажу, не хвастая, горы сморочу. Отправляемся на ремонт. We're going for repairs. Никогда не теряй своей мечты. Твердо верь, твердо знай, все на свете можешь ты. Хотели сегодня пройти океаном, но я посчитал время и течение навсегда было бы против нас. На выходе в океан и на входе там в океан было бы течение против нас, поэтому мы бы уперлись в ночь. Поэтому приходится идти каналом опять в продвижение со скоростью 4 узла по воде. Можно успеть обо многом подумать, какие-то дела почистить, спланировать, сделать. Просто очень жарко, только в тени можно сидеть. Адское пекло.
This is something for me? Это что-то для меня. No? You were talking to Glenn or? Нет? Можешь идти в душ. Good. Круто. Is it occupied? Он свободен? Да, You have 2 showers? У вас 2 душа. естественно. На улице гребаная сковородка. Просто пекло сейчас. Equinox, right? Equinox Солнцестояние. is the word for longest day and the shortest night. Самый длинный день в году. Короче, 21 июня. Очень жарко. Мы сейчас с лодки добрались, мы почти сжарились. Я сейчас войду в первый свой душ, ну, в смысле, нормальный душ, где я смогу лить воду бесконечно в течение месяца. Сегодня с утра я плавал в морской воде возле океана, и это было круче, чем бассейн, честно говоря. Но бассейн тоже офигенный, пресный, горячий, за весь день нагрелся. А вокруг сосны, как у нас дома. You're gonna tip the drum away from you and hold it with your leg. Наклоните барабан и обхватите его ногами. I like to call this bottom to bottom. Я называю это днище к днищу. That frees your hands up to play the drum. Где же ваши ручки? As a brand new djembe player, here's your drumstick. Goes from your elbow. Ваша рука – это барабанная палочка. От локтя к ладони. Итак, вот я скинул Геную, огромную. Задняя шкаторина простирается аж вплоть до самого кокпита, вот до сюда. Генуя имеет огромный размер. То, что называется клю по-английски, я не знаю, как по-русски. Вот. Заднее, короче, кольцо. Шкотовый угол, вот. И сейчас буду проверять. Достал парус, Геную запасную свою. По-моему, она такого же огромного размера. Я буду выбирать, какую из них оборудовать карабинами на передней шкаторине для установки на форштаг тросовый, который мы будем ставить завтра. И я надеюсь, в скорейшем времени, вот буквально на следующий же день уже выйти в океан, потому что все это яхтинг это очень-очень-очень медленно. Не только потому, что скорость у яхты медленная, да, вот тут на машине расстояние проезжаемое за 40 минут мы преодолеваем там за 5 часов, 6 часов даже, с половиной. Но и потому, что просто все медленно делается. Все эти мастера заняты на неделю вперед. Любые запчасти, которые заказываешь, нужно ждать. Яхтинг это медленно, слишком медленно для меня. Я становлюсь не совсем, мне непозволительно становится уже тратить столько времени на яхтинг. В общем, разворачивать парус на палубе решительно негде. В общем, эта Генуя выглядит столь же огромной, как и эта. И точный размер я установлю завтра на доке, когда разверну. Неважно. Наверное, вот эту Геную тогда будем дырявить. Сейчас скоро перестановка на первый в моей жизни муринг. Муринг, то есть я никогда не оставлял лодку на муринге. Или бросал якорь, как здесь, или в марине привязывал. Муринг это мертвый якорь, такой поплавок посреди реки с петлей для привязывания веревки к своей лодке. Это мертвый якорь, с него типа не срывает никогда. Это он принадлежит марине. Я ставлю на муринг, чтобы стать клиентом этой марины, чтобы завтра провести легально несколько часов на топливном доке этой же самой марины. Можно док было бы взять, но док стоит $100. Не имеет смысла. Никакого абсолютно мне. Док, я самодостаточен, лодка автономна. Энергия есть. Воду я залью на топливном доке. Поэтому док мне не нужен, только муринг тогда получается. В общем, установка на муринг выглядит следующим образом. Ветер дует навстречу. На носу стоит Глен, готовый схватить багром поплавок и просунуть через него веревку и привязать к лодке. Когда нос лодки подойдет к шарику, нужно нулевую скорость лодки выдержать. Я заведу на лодку. Теперь попусти. Посмотрим, как получилось. Here's your ball right there in the water. Твой шарик, Your pendant down there. твой поплавок. This is Annie. Einstein. Эйнштейн. Like in a Back to the Future. Как в фильме «Назад в будущее». Green tea. Oh, you used my green tea. Кто выпил мой зеленый чай? Yeah. Glenn? Got some stir fry. Очень здоровая еда и быстрая. Ну, как клиент Марины, я теперь могу посещать душ. У меня есть этот вот. Давай. Вот здесь прачечные. Вот такие душевые, в которые я пытался уже как-то прорваться, но только сейчас недалеко.
Ну, на самом деле, стены такие, как, ну, не лакшери, нифига. То есть, стоянка в этой марине стоит довольно дорого. Классный душ, 100 баксов за ночь на доке, 40 за муринг, как бы. Вот я помню в Чарльстоне, в городской марине, там прям роскошь. Там те же деньги стоит стоянка, но прям роскошно все. А здесь, ну так, на четверочку, не очень чисто, так что скрипит, немножко болтается. Ну, душ и душ, бог-то с ним, хорошо. Что делать? Ну вот здесь доска объявлений, и 4 недели тут висело вот это мое объявление. Конечно, очень я сильно засиделся в стюарте. Ну что ж, я снимаю сейчас свое объявление, потому что есть у меня уже экипаж. Пушку продают. А я замечательно отужинал у ребят дома, они меня пригласили, ну и подкинули обратно до марины. Я сейчас поеду на свой муринг, ночевать на муринге, замечательно, в первый раз в жизни. Все, объявление в мусор. Здесь динги-дог, безопасно, все так. Сейчас мне нужно посмотреть код, какой здесь замка. Всем спокойной ночи. Так, привет, сейчас 8 утра, и уже позвонил парень из мастерской и говорит: вы уже на филдоке? Я говорю: нет, я на муринге, мы же на 10 договаривались. Я жду своих ребят, через час они планировали перейти со мной на филдок. Он такой: ну мне так много нужно сделать, вы не могли бы сейчас просто сбросить вашу муринговую веревку и типа перейти на филдок? Ну я говорю: ладно, я сделаю это один. Так что сейчас я один перехожу на филдок. Тихонько, ветра нет, перейду нормально, без проблем, наверное. Вот, а перед этим я завожусь. Ох. Feel every touch. I wanna drive you wild, wild, wild. С 25-й попытки зашел в этот филдок. The current's pushing me, right? Течение сильное. Oh my God. Господь, Течение просто. поднажми еще вперед. Вот это команда называется. С утра встал, приехал из своего дома, давай сразу помогать, намывать. Подорвался. Специалист поднялся туда с такой скоростью, что я даже не успел заметить. Только что он стоял на палубе, потом раз, и уже там. Толстенная там веревка, перекинутая через 2 блока, так что он тянет сам себя наверх через 2 блока, соответственно, усилия, которые он прилагает руками, видимо, достаточно для того, чтобы самого себя поднимать очень быстро наверх. Крутые профи, конечно. И самые лучшие вообще перцы на районе, во всей, похоже, Южной Флориде. Ну, кроме, наверное, Форт Лодердейла, вот в этом районе. Так. So we'll put those right there along this line right here. So Выравниваем. The same. Одинаковые. this one is just a couple feet longer. Этот чутка длиннее. And this looks stretched Какой-то он уставший. more old, yeah. Right. Верно. It hasn't been used. А здесь муха не сидела. Абсолютно. Оба эти паруса огромные. Не знаю, я сделаю, наверное, вот этот вот парус, который поменьше. Сделаем его. Хоть покатается, выгулю его, проветрю, промою. Конечно же, я не смог бы проделать все эти работы в одиночестве, еще и на якоре где-нибудь. Мастер сказал, что когда я буду ставить закрутку, вот это пойдет наверх. Это его подарок мне. Никому, говорит, не говори, что я тебе это подарил. Я не очень понимаю, как это все будет устроено, но он говорит, время придет, ты все поймешь. Этому 40 лет. Она простояла у тебя на лодке 40 лет. Я не очень понимаю, какая разница. Ну, нет, усталость металла, может быть, имеет значение. Ну, типа, вот такая штучка новая лучше, чем вот такая старая, которая 40 лет. Я вот не знаю, в чем смысл.
же решили заменить. 4 человека стоят и говорят, тебе бы следовало заменить фалы. Ну, типа, хочешь заменить фалы? На Гену и на Гроте фалы старые у меня. 3/8 веревка. Грязная, уже такая вся заскорузлая. Они так... Мастер, когда пришел, говорит, я не буду на этой веревке подниматься наверх. Ну, то есть я принесу новый фал. И они такие, хочешь заменить? $2 за фут стоит. Ну, английская веревка, она $2 за фут везде стоит. $160 за один фал. Фал Грота 80 футов за $160. И фал Гену еще длиннее, наверное, за $170 или сколько там это будет. Я, короче, ну просто еще 300 баксов слишь, 350 баксов еще просто сверху. Я такой, ну блин. И все такие, ну тебе следует их поменять. И мой экипаж тоже говорит, ну да, мы поменяли фалы тоже вот. Да, это стоило 400 баксов, мы тоже меняли, да. Вот перед походом это очень важно, потому что если что-то в море порвется, сломается, не дай бог, нагрузка будет на них сильная. Короче, блин, все вчетвером такие. Ну я стою, ну как мне эти... Ну самому тоже, в принципе, хочется эти веревки поменять. Ну не хочется совершенно отдавать 350 еще долларов за них. 2 веревки за $350. 2 веревки за $350 долларов. Ну, в общем, согласился. Будут новые хорошие английские веревки. One less thing to worry about, как они говорят. Вот, а вся эта вообще работа вместе с материалами, это будет уже вместе с веревками. $1100, наверное, за полдня работы. Ну, вот то, что осталось от закрутки. Это вырезали. Вот это еще подъемная такелажный скоб, который я буду использовать для подъема паруса на мачту. К верхнему фаловый угол, это вниз галсовый угол. So this will go on the top of your sail. Okay. Это идет наверх. This is better to go on the top, I believe. No. No? А может это? Okay. Нет. Yeah, that's good here, right? Right there. Тут хорошо. Да. And if Yeah. your sail is hitting here, take a piece of rope. Если парус жмется сюда, привяжи кусок веревки, чтобы нижняя шкатурина была здесь. Сможешь смотреть из-под паруса. What's about the furler? So, in order to put the furler on, you said I had to cut. Чтобы закрутку поставить, нужно разрезать здесь, да. Well, then. А дальше Follow with the instructions. по инструкции. So why do I need to cut it? А зачем, если я могу открутить? Watch YouTube. Смотри YouTube. You might even see me explaining it. Я там все рассказываю. Гену они забрали для апгрейда в парусной мастерской. $1000 стоила эта сегодняшняя работа вместе с материалами, с веревками, со всеми делами. Ну и сколько? Я надеюсь, что за 200-то они мне парус сделают. Хотя, конечно, не факт. Соответственно, дизель нужно залить в танк через горловину, в канистру. Бензин в эту канистру, в генератор. Куча, короче, заправки. Дорогущий, опять же, по 30-58. На заправке 2.30 стоит бензин. А эти вообще забыли, видимо, о том, что цены на топливо меняются. У них 3.58 уже который месяц стоит. Ладно, что делать? Мы на заправке надолго. Я восхищаюсь людьми, которые успевают и сейлить, и постить видео в Инстаграм, в YouTube еще монтировать и делать классные, качественные посты. Многие моряки за счет этого каким-то образом живут, за счет своего влога живут в YouTube. И вообще я восхищаюсь людьми, которые ходят, конечно, на дальние расстояния в один конец. То есть они уходят, у них есть план какой-то, там кругосветку обойти, полмира обойти. У меня цель пройти 700 миль. Я даже эту цель пытаюсь взять 4-й месяц. Я не очень представляю себе, как можно куда-то уйти в дикие земли из США и там на что-то рассчитывать. Сложно очень все. Я восхищаюсь моряками. Но я мало очень знаю людей, которые делают это в одиночку. Я вот нашел здесь команду, и то, как мы готовимся, то, как мы взаимодействуем, делает вещи возможными. В один я бы, конечно, никуда не вышел. И мне кажется, в морском деле очень важна синергия, которая возникает между даже двумя людьми. Я еще давно сделал вывод, что вдвоем в 10 раз легче, чем в одиночку. Ну, то есть... Окей, good. Я тут пошумлю. Он делает смузи. Ну вот они вдвоем. Thank you so much. Oh, great. Wow. Beautiful. That's delicious. Oh my God. Красиво, вкусно. Отвал башни в такую жару. Жара плюс 34, feels like плюс 39.
you so much. Thank you so much. Спасибо. Нет проблем, красавчик. Here's the name of an old boat owner. Oh, how about that? Имя старого хозяина. 2004. Wow. Now it's my surname. Теперь моя фамилия. Вот это вот сделали. My sail. Моя лодка. Мой парус. Провел сейчас совещание с экипажем. Завтра утром с отливом отправляемся прямо с ближайшего выхода в океан. Сейчас я отвожу на лодку парус. Потом мы закупаем продукты. Вперед. And it's only been 2 weeks, but I've forgotten how to speak to you. It was too sweet. Блин, ну что ж за яхтинг-то такой? Только я успел записать видео о том, что мы собрались, у нас все в порядке, сейчас закупаемся продуктами, селимся на лодку, все. И опять. Вот сейчас все, выезжаю с Мариной, думаю, как хорошо все, сухо и ничего не протекает. Приезжаю, в динге вода. Чуть-чуть поднадорвалось дно, что ли, там где-то. Нет, ну это не смертельно. Думаю, ладно, хрен с ним, иду по лодке, вдруг смотрю, бам, возле сортира. Какая-то натекает струечка, опять какая-то течь, да что такое-то? Да сколько же можно этого ремонта, сколько же можно всей этой херни? Я заказываю специальный стейк. Сегодня на Specials есть какой-то огромный, невероятный стейк за $23. Так что, в общем, гуляй, рванина. Немножко грустно мне, конечно, от этих всех затрат. Я испытываю грусть и печаль. Но завтра мы уходим. Все, хватит мне грустить и печалиться. Я уже затрудняюсь, конечно, с уверенностью говорить, что мы выходим, потому что уже что-то опять может сломаться. Опять сегодня 2 вещи на лодке сломались. Но уже мне пофиг уже, просто я уже не могу. Тот, кто поддерживает все в идеальном состоянии, никуда не выходит. Все, пора с этим заканчивать. Еще молотит двигатель. Я надеюсь, что через какое-то время мы остановим его. И уже пойдем наконец под парусами, развесим все эти паруса. Я удивительно спокоен. Не знаю. Сейчас мы только что ударились в землю. Какой-то отмель прямо посреди канала. Там, где не отмечено ни на карте, ничего. Между буйками прям шли, бам. Жесть. Сильнейшее попутное течение выносит нас наружу. Наблюдается торнадо. Это не очень хорошо. Как раз туда и надо. Торнадо. Давай ставить грот.